Урод. Мне жопа. Горячие ванны, спа-процедуры, массаж, маски, релакс. Все это в спа-центре «Релакси». Отдыхай, когда нужно. Льюис? Нет-нет, уходите! Льюис, я же вижу, это ты. Нет-нет, я миссис Лепрекон, уходите, иначе неудачу натравлю. Ладно. Не меня ищешь? Что ты тут делаешь? На работу иду устраиваться. А ты, как я погляжу, уже обзавелся нарядом. Как костюм? Не жмет? Я посмотрю, как ты попросишь у меня взаймы. Кто у кого еще попросит? Горячие ванны, спа-процедуры, массаж, маски, релакс. Все это... Думаю, администратор самое то. У вас был опыт работы? Да, я работал актером в известной студии. Может, слышали? There You Go. К счастью, не сталкивался. Очень зря. Я много кого играл. И рыцаря, и принца. А из массовочных ролей что-нибудь? В смысле? Ну, может, на заднем плане? Прохожего играл, кассира. О, вы нам подходите. Свободная касса. Всем привет! Меня зовут Рэйчел, я из Орегона. Давайте знакомиться. С такой мадам, почему бы и не познакомиться? Может, ко мне рванем? Я с незнакомцами не разговариваю. Меня зовут Тим. Оп, мы уже знакомы. Чтобы быть знакомыми, нужно знать хоть что-то о друг друге. Играю в футбольной команде там, передергиваю соперников там. Уверен, что только соперников. Чё сказал? Ой-ой-ой-ой. Меня зовут Роберт Бейкер. В течение этого месяца я буду готовить вас к спектаклю, на котором будут присутствовать режиссер, продюсер и кастинг-директор Warner Brothers. Будьте готовы к ночным репетициям. Есть ли здесь те, кто работает? Я работаю. Сегодня же увольняешься. Неужели? Больше никого? Ну что же, прекрасно. Начинаем. А вы не хотите узнать, как нас зовут? Я уже знаю. Выскочка, выходи на сцену. Покажи мне лису в стиле мюзикл. Я хитра, я бесподобна, я прекрасна, я лиса. Стоп! Розоволосый, покажи нам ботаника, который тайно влюблен в лису. При виде тебя я начинаю гореть. Твои яркие волосы, твои хитрые глаза. Я утопаю. Ну-ка, тихоня, а ты его одноклассница, влюблена в него. Ну, я Бетти, вот, люблю ботаника, как бы, люблю его очки, ботинки. Так, иди за мной. Выпей. Я не пью. Выпей, говорю. Мы готовы. Учусь с тобой 3 года, хожу вокруг да около, а тебя я слышу. Ой, она так прекрасна. Да пойми же ты сейчас, что не любит зверь тебя. Да любит, любит. Она почти посмотрела на Ну меня. и пошел отсюда. Беленький, иди ко мне. Ты нашел свою любовь. Я блуждал 4 года. Я искал тебя так долго, и теперь ты здесь стоишь. Да, это я. Я люблю тебя. И я. Льюис, нет! Не целуй! Представь Анджелину Джоли, Скарлетт Йоханссон, любую девушку!
Ну чё, они там закончили? Меня никто так не целовал. Ты лучший. Ди Каприо рулит! Оргию закончили. Парень на понтах, ты парень лисы. Ну чё, ждала меня? Ждала, ждала. Чмокнемся. Так, стоп, вот без этого. Последний, выходи, импровизируй. Я только в армию ушел, а ты сразу себе парня нашла. Думала, я не узнаю? Теперь люби этого фиолетово-глазого. Молодец, прекрасная импровизация. Завтра раздам роли на спектакль и начнем работать. Ой, привет. А ты чего здесь? Ой, я это... Ну, в общем, мне ехать некуда. Меня уволили под конец месяца. И гонорар не выдали. Короче, выгнали с квартиры. Какой ужас. Поехали ко мне. Поживешь у меня, пока на ноги не встанешь. Да нет, не нужно. Никаких нет. Бери вещи и пойдем. Не дворец, но жить можно. Душ и туалет справа от тебя. Я поселю тебя на диване. Большое спасибо. Не стоит больше подходить к тем кустам. Что? Ну, от тебя воняет. А, я пошел. Чмокинс, гном, Тихоня, королева, на понтах, рыцарь королевы, розоволосый, шут королевы, выскочка, возлюбленная, последний, рыцарь возлюбленной. А что за пьеса? Даю вам 20 минут на знакомство со своими персонажами. Потом начнем разбирать ее, а я пока пойду прилягу. Ну что, королева, готова быть моей? Эй! А ты, Шут, шути дальше. Заткнись. Чё сказал? Так, спокойно. Нам дали время на персонажей, а не на ваши перепалки. Ща как дам. Ну что, прочитали? А почему именно я гном? Потому что гномы тупые. И что? Я-то тут при чем? Понял. Эй, Америка! Именно сейчас представители от Warner Brothers отправляются на первый концерт в поисках будущих счастливчиков. Начнем репетицию. Потом она упала прямо ему на голову. Эй, Рэйчел, завтра в 6, помнишь? Да, я помню. Ну тогда до завтрашнего незабываемого вечера. Увидимся. У вас что-то есть? Ну, завтра и узнаем. Он не ревнует? Нет, я рассказала ему твою проблему. Он вошел в положение. Смеялся? Ну, да. Ясно. Его стиля. Да ладно тебе, он хороший. Ты какая затихая, не такая, как вчера. Это алкоголь на меня так плохо влияет. Почему плохо? Очень даже хорошо. Ты считаешь, что трезвая я скучная? Нет-нет, ты что? Я на секунду. Видите эту девушку? Ей нужна кола и добавьте туда немного виски. Хотя нет, знаете что? Много виски. Только это наш секрет. Не скучала? Но я не заказывала. Это я заказал. Абсолютно безалкогольную газировку.
Ты чего? Боишься? Да нет, просто фильм скучный, засыпаю. Давай лучше посмотрим мелодраму какую-нибудь. Мелодраму? Ну да, а что? Не любишь такие фильмы? Знаешь, последний раз, когда я снимался в мелодраме, все закончилось не очень хорошо. Прекрати целовать Розиту. Получи от меня. Да ладно тебе, давай хотя бы попробуем, может тебе понравится. Они что, сейчас поцелуются? Ага. Боже, какой ужас. Ладно, давай поиграем в игру. В игру? Или тебе игры не нравятся? Да нет, что за игра? Вот смотри, мы о друг друге почти ничего не знаем. Суть игры — поделиться своими историями. Они могут быть любыми. Неловкими, смешными, страшными. Все это зависит от того, какую бумажку ты вытянешь. Чем теснее ты ответишь, тем больше друг о друге мы узнаем. Ты уверена? Я работал в кино, у нас куча разных историй. Я закончила факультет актерского искусства. Готова поспорить, что история у меня не меньше. Я за коробкой. Страшные истории, неловкие, любовные, семейные и очень личные. О нет, Что? Что там? неловкие. Ну давай. Так, ладно. Ну, в общем, я однажды запустил пожарную сигнализацию на весь торговый центр. Чего? Ну, там нет никакой сложной истории, я просто случайно нажал на кнопку. Старшеклассники сказали, что кнопка давно не работает, ну, я и поверил. И что потом? Ну что, на весь торговый центр заорала эта баба. Пожарная тревога, покиньте помещение и бла-бла-бла. Это жестоко. И что по итогу? Пожарные приехали? Нет, меня охранник заметил, все отменили. Я всем говорил, что это старшеклассники меня заставили, но никто не верил. И до конца школы меня называли призыватель дождя. Там даже воды не было. Я, конечно, ожидала что-то посмешнее, но это тоже неплохо. Так, теперь я. Любовные. Ну давай. Не поверишь, что у него было. Что? Страшные! Ой-ой-ой, жуть. Ой, да ладно. Ну давай, удиви. Очень личные. Слушай, если ты не хочешь об этом говорить, то я тебя не заставляю. Нет, правило есть правило. В общем, почти все свое детство я провела у бабушки, так как мама с папой были в России по работе. Они бы туда никогда не поехали, но, как назло, именно в тот период у нас были проблемы с деньгами, и выбора не осталось. В связи с этим, около 5 лет я не видела ни маму, ни папу, никого, кроме бабушки. Я потеряла надежду на то, что они вернутся, пока бабушка тяжело не заболела. Ей нужно было лечение, и, естественно, сил на меня не оставалось. Тогда я почувствовала себя такой ненужной. Я думала, что все отвернулись от меня. Спустя время они приехали. Я не знаю, было ли в тот момент желание их обнять, ведь за эти 5 лет они ни разу не приезжали. Бабушка умерла спустя год. Родители больше никуда не уезжали. И на вопрос, почему они не приезжали, я так и не услышала ответ. Наверное, я все еще держу зло на них, хотя у меня с ними прекрасные отношения. Прости, если ты думаешь, что это недостаточно личное, но для меня это правда важно. Нет-нет, конечно нет. Я понимаю, как тебе тяжело. Ты уверена, что еще хочешь играть? Картер, осталась последняя бумажка. Давай уже. Ну, хорошо. Так, семейные истории. Знаешь, я меньше всего хотел, чтобы мне попалась эта бумажка. Почему? Мои родители считаются без вести пропавшими уже 15 лет. Боже мой. Картер, если тебе тяжело об этом говорить, не стоит продолжать. Они были лучшими. Я никогда не видел людей, которые любят своего ребенка так сильно. Я был единственным в семье, и на мне было очень много внимания и любви. Я буквально был окружен ею. Я чувствовал себя в полной безопасности и никогда не нуждался ни в чем. Как ни странно, я не был избалованным и всегда знал меру. Для своих родителей на первом месте был я. Но все это закончилось в тот день, когда они пропали.
В 6 лет я проснулся и не увидел никого дома. Везде было настолько чисто, что казалось, будто тут никто и не жил. Меня заметили соседи и вызвали полицию, которая определила меня в приют, где я познакомился с Льюисом. Мне как раз таки повезло. Льюис вообще никогда не видел своих родных. Не знаю, как он может быть таким веселым и радостным. До 17 я был в депрессии, пока нас не заметили продюсеры, только открывающиеся студии кино. Ну а потом пошло. Картер, прости, пожалуйста, мне очень жаль. Да ладно, что было, то прошло. Я уже смирился. Единственное, что мне не дает спать, причина, по которой они ушли. Уверен, если бы я знал их мотив, давно бы успокоился.